Стартуем покататься на минорном пойдем из Пальмы. Вот, погода ветреная, мистраль сейчас дует у нас с севера. Ну, буквально ночью ветер поменяется на юг и можно будет стартануть дальше. А сегодня мы будем прятаться с юга Пальмы от мистраля. Но тем не менее пойдем. Контракт заканчивается сегодняшним днем. Вот ребята готовят к соревнованиям красотку. Гафель вооружает ее. Классная лодочка. Вот, и я готовлю нашу оранжевую. Буду выходить. Приветствую вас, друзья, на моем канале Yacht Life. С вами капитан Валерий Кидалов. На отходе у меня ветер до 15-16 узлов в левый борт, поэтому надо суетиться. Точнее, не суетиться, а делать все быстро. Вот. В самый последний момент отдаю левый носовой, потому как боутрастер сейчас совсем не работает, и надо успеть развернуть эту необычную лодку. Как вы помните, кто смотрел выпуск о том, как надо управлять особенными яхтами, вот ссылку сброшу в описании, кто не смотрел. Вот, боутрастер здесь не работает, и лодка управляется тяжеловастенько. Точнее, он работает, но при ветре 15 узлов уже неэффективен. Поэтому сбрасываю ссылку, кто не видел, как управлять такими яхтами. И быстренько разворачиваюсь в ограниченной для маневров марине. И валю. Чем сильнее ветер, тем быстрее надо все делать. Сильнее надо крутить руль и нажимать педаль газа. Примерно так. Поэтому газ в пол и погнали. Прячемся от мистраля на подветренном берегу. Вот здесь скалы один в один. Это вот Севастополь. От маяка Херсонес до Балаклавы. Да. Прям ностальгия. Один в один скалы. О, зайчик. Только что там на камнях лодку видели. Небольшая пластиковая лодка, метров 5-6. 5, наверное, может даже раньше. Подвесным двигателем на камнях болталась. То ли оторвала, потерял кто-то. И планирую заночевать где-нибудь вот здесь, какой-нибудь тут прикольной бухточке. Вот сейчас работает мистраль, поэтому здесь дует, но к вечеру ветер должен меняться на юг, юго-запад.
поэтому здесь будет довольно комфортно стоять и завтра ночевать. Идем 7 узлов, 2 двигателя по 1600 оборотов, не спеша. Яхточки попадаются, стабилизаторы работают. Очень комфортно. Берег рассматриваем, красивый. Самая южная точка памятника. Мыс Сессан-Пенс. Такой маяк красивый. Погода по прогнозу уже около 5 часов, все сушняет, ветер начинает разворачиваться ввысь. Красота лес тут. Остатки Мистраля. Не любим мы короткую волну. Нам океанская нужна. Проверяем новый люк. Of course, when you try to make video, so no way. It stops. Yeah. Always. So, yeah, now. Oh. Подходим к ночевке. Порто Колом. Люхточка. Отели тут всякие. Там озера. Порто Колом. Там буи. Они там траву охраняют якобы, но на самом деле бабки косят на траве. Нельзя якорь бросать. Вот. Там марина небольшая. Тут у нас вот здесь за правой бровкой, за зелеными уйти с фарватера, и можно в принципе на якорь встать, как пишет Лоция. Посмотрим сейчас. Стоит народ на якоря. Пацаны местные машут. Вот такой вход узкий, хорошо защищенная бухта. Порто Колом. Красивое местечко, бухточка очень защищена. Вот там маяк, выход. Много-много яхт, все стоят на буях. В Лоции написано, что можно кидать якорь, ну буквально 2 яхты стоят на якоре. Вот там за зеленой бровкой. Вот, мы решили вставать на буй во избежания всяких там недоразумений. Практически все яхты на буях стоят, ругаться никто не хотел, но, честно говоря, если бы знали цену, я бы, наверное, поругался. 175 евро содрали за дневную стоянку на буе. Вот на этом красивом. Ну, просто дороговато. Ладно, такое дело. Мы люди богатые. Все, включили якорный огонь. Кайфуем. Стоянка у причала, ну как сказал этот Маринера, 400, около 400 будет для нашей яхты 24 метра. Сегодня около 50 миль прошли, нет, 45, наверное, где-то. Вот, и как раз до заката успели, вон первая звездочка там вышла.
И завтра с рассветом стартанем. Даже, я думаю, перед рассветом посмотрим. Красота такая у нас. А вот и раннее утро. Красота. Все, отвязываемся от муринга, от буя и вперед в море. Сегодня, надеюсь, мы будем на Минорке, в главном порту Маон. Второй день нашего похода. Вышли курсом на Минорку. Вот такая красота у нас. Такой рассвет тревожный. Хороший рассвет, отличный. Там у нас справа газовая тучка. Сейчас у нас попутный ветерочек до обеда обещает. Так что газуем. Вот у нас Майорка. До встречи. Маяк нас провожает. Идем дальше. Обычное утро. Ничто не предвещало беды. Такое количество алармов уже видим не в первый раз, и это происходит из-за перегрева блоков управления электроникой. Поэтому с этим боремся, но тем не менее все равно выявляем новые слабые места в этой всей великолепной системе. А боремся как? Боремся установкой вентиляторов, охлаждения, доступа, легкого доступа в блоки. Убираем лишние стенки, которые были построены при строительстве, ну и так далее. Делаю осмотр машинного отделения на ходу. Такой видос каюты экипажа. И там уже видна Минорка. Пойдем. Будет громко. Итак, погнали. Что я проверяю? Проверяю вытяжные вентиляторы, проверяю показания двигателей непосредственно на аналоговой панели.
Внешний осмотр движков. Тут очень горячо, лучше не трогать, хотя изоляция это выхлопная труба. Вот. Левый двигатель то же самое. Check Control Engine. Вот. Визуальный осмотр всего оборудования, вода под боевами и так далее, потек масла под двигателем, выхлопная система, она должна бы охлаждаться забортной водой, генераторы, охлаждение генераторов, система антифриза, охлаждение генераторов, гибридов. Вот. Валолинии также осматриваю. Это высоковольтные стабилизаторы. Это рулевая система гидравлика. Тоже давление, манометры. Все осматриваю, утечки. Все это рулевое. Также рулевое гидравлика. Все надо осмотреть. Опреснитель, состояние, бойлер, который у нас сгорел в переходе. Сейчас все, слава богу, работает. Это у нас электроновское оборудование. Это зарядники, инверторы, высоковольтная линия от Praxis. Все надо посмотреть. Периодически делаем осмотр на ходу. Все прекрасно, можно ехать. Подходим к южной части Минорки. 7 часов навигации. И мы с Майорки перебираемся на Минорку. Смотрите, какая водичка! Самая южная точка Минорки. Пунта Прима. И здесь Исла дель Эйр. Остров с маяком. Когда-то он соединялся с материком. Наверняка много-много лет назад. А сейчас вот под нами, вау, камни. Красиво, но стрёмно. Глубина около 8 метров. Красивая водичка. То есть море и время сделали свое дело, отрезали остров от другого, более большого острова. Семь часов от Майорки до Минорки у нас получилось. Заходим в столицу острова Минорки, Маон. Самая длинная на этом острове бухта, протяженностью около 5 километров. И будем здесь стоять в этом интересном месте.
Минорки, Порт де Левант. Это столица Минорки, Маон. Вот такой пирс тут. Тут ценник около 150 за нашу лодку в сутки. Вот там еще марина, причалы. А там ценник 300. Около того. Уже тут постирались, покупались. Иду в офис.